Успел этот конвертик добраться до меня, так как срок доставки заканчивается уже завтра. 2 месяца прошло с моего заказа на AliExpress.com, и вот в Минск прибыл этот товар. Здесь находится поляризационный светофильтр под брендом Knight X для вот такой моей видеокамеры Panasonic с объективом диаметром 49 мм. Покупал его в одноименном магазине Knight X DY за $3.70. Продавец так здесь и указал. Вес пакетика 200 грамм. Knight X это, вероятно, какой-то очередной китайский типа бренд. Да, магазин предлагает фильтры для объективов с диаметром до 77 мм и бесплатной доставкой. Пока еще. Если вы в курсе, то с 7 февраля бесплатной доставки как таковой уже не будет. Для России, Беларуси, Украины доставка будет теперь только с трек-номером, который отслеживается до почтового отделения получателя. Выдаваемый трек-номер почтового этого конвертика здесь цифровой, и он не отслеживался. Итак, вскрываю, я уже его разрезал. Конвертик желтенький с пупыркой внутри. И здесь еще наворочили пупырки. Все, никакой здесь вот упаковки нет. Упакован, конечно, скромно, за $3.70. Даже не знаю, что от него можно требовать, такого качества. Здесь металлическое кольцо и, конечно же, будем надеяться, стеклянный вот такой поляризационный фильтр. Поляризационный фильтр применяется для уменьшения бликов от отражающих поверхностей. Кроме этого, поляризационный фильтр как бы усиливает, наверное, сочность цветов. Это достигается настройкой поляризационного фильтра, которая осуществляется его поворотом на угол от 0 до 90 градусов. То есть, в принципе, вот это вот кольцо первое крепится к объективу, а наружное оно вращается. Как он подходит? Все подходит хорошо. Для достижения максимального эффекта усиления цвета угол поворота составляет 90 градусов, а максимальное удаление бликов достигается при повороте фильтра на 30-45 градусов. Да, то закрепил, но здесь, конечно, есть небольшая щель. И вот он так болтается. Не знаю, как у брендовых фильтров, возможно, такого нету. Также необходимо учитывать, что поляризационный фильтр влияет на экспозицию, уменьшает светосилу объектива, из-за этого также автофокус камеры может давать сбой. На его металлической вот этой вот рамке, заявленной шириной 5,52 мм, кроме имени бренда Knight X и величины диаметра 49 мм, есть такая вот аббревиатура CPL. В практике используются два типа поляризационных фильтров. Это CPL. Это фильтр с круговой поляризацией. Его можно использовать и с фото, и видеообъективами в камерах с автофокусом. Более дешевая модель фильтра – это LPL с линейной поляризацией. Он используется только при ручном режиме фокусировки. И еще одно важное замечание. Поскольку настройка поляризационного фильтра осуществляется его поворотом, применять его можно, возможно, только с фотообъективами, у которых внешняя линза не вращается в процессе настройки резкости. Я не про видеокамеры говорю, про фотокамеры. Такая проблема существует при использовании поляризационного фильтра с китовыми объективами. То есть у них там внешняя рамка, внешняя линза, при вращении настраивается ручной фокус. Но если мы закрепим еще поляризационный, будем вращать, мы можем сбивать ручной фокус, соответственно. Ну что же, протестируем этот светофильтр. Для теста я буду использовать вот эту вот картинку тестовую, которая прилагалась к велоочкам с поляризацией. Там были тоже оптика у них, один комплект. Так, увеличу. Ну вот как видим, рыбак тянет рыбку. Рыбка здесь видна. Для удобства я буду вращать по часовой стрелке. Допустим, это 0 градусов.
Для удобства это будет 0 часов. Далее я поворачиваю на 30 градусов, это на 1 час. И, как мы видим, рыбка исчезла. То есть при повороте на 30 градусов это первое положение, точнее второе уже будет, что рыбка исчезает. Далее я вращаю ровно на 90 градусов, вам для удобства это 3 часа. И, как мы видим, картинка стала как бы в негатив. Общий фон потемнел, контрастность такая стала к темному. Рыбка стала белая. Это вот третье положение. Далее мы вращаем еще на 30 градусов, это будет вам 4 часа, но это 120 градусов, рыбка должна исчезнуть. И далее на 6 часов, это 180 градусов, когда рыбка у нас такая вот четкая черная, как и при 0 градусов. Ну и далее все это повторяется. Исчезает потом негатив. Далее она опять исчезает. И снова она видна в естественном своем цвете. Ну, вывод один, что все-таки фильтр работает. Ну а теперь перейдем для тестов уже непосредственно видеокамеры с фильтром в работе. Действие фильтра наиболее показательно на отражении в стеклянном фасаде холодильника. Вот одно положение, начинаю вращать, и отражение скрывается. С помощью данного светофильтра можно заглянуть в салон автомобиля. Начинаем вращать. Вуаля. И вот еще пример съемки через стеклопакет. Как видим, все отражается. При вращении светофильтра отражение можно скрыть. Поляризационный фильтр будет интересен при съемках пейзажей, путешествий на море. Наверное, актуально для влогеров, которые имеют на канале контент, travel контент. Очень удачно можно его использовать при съемках, например, из окна туристического автобуса или автомобиля, поскольку с его помощью можно устранить блики на поверхности, например, воды или отражение на стекле в случае, если вы в транспорте едете, и снимать как бы сквозь них какие-то объекты и придавать в то же время с помощью этого фильтра краскам сочность, настроив оптимальную контрастность. Ссылка на этот поляризационный фильтр Knight X и магазин в описании под этим видео. На этом всем удачи и пока, увидимся.